Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня копилку домашнего кондитера я пополню рецептом шоколадного бисквита на крахмале. Я думаю, что все знают, что при выпечке основного или классического бисквита очень часто рекомендуется часть муки, обычно это 10% от всего количества муки, заменить на крахмал. Крахмал придает бисквиту легкость и особую текстуру. В этом же рецепте крахмал – основной ингредиент. То есть муки здесь нет вовсе, здесь только крахмал. В результате получается совершенно другой вид бисквита. Если сравнить его с классическим, то он другой по текстуре и другой по вкусу. То есть это отдельный рецепт. Помимо этого, этот бисквит безглютеновый. Возможно, это тоже кому-то важно. Давайте готовить. Для бисквита нам понадобится 130 грамм картофельного крахмала, 5 средних куриных яиц, 40 грамм какао-порошка, 200 грамм сахара и 5 грамм разрыхлителя для теста. Смешиваем картофельный крахмал, разрыхлитель, какао-порошок, а затем просеиваем. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Взбиваем белки с 2-3 столовыми ложками сахара. Сахар берем из общей нормы. Сначала взбиваем белки без сахара, а когда белки увеличатся в объеме, забьются до мягких пиков, будем постепенно добавлять сахар. И взбиваем до устойчивых пиков. В отдельной емкости взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Сахар добавляем не сразу. Прежде чем его добавлять, сначала слегка взбиваем желтки, затем постепенно добавляем сахар и взбиваем светлую воздушную массу. Желтки должны побелеть, увеличиться в объеме и стекать с лопастей миксера ленточкой. След от желтков не должен стекаться сразу, он должен оставаться видимым в течение нескольких секунд. Аккуратно смешиваем желтки и белки. Взбитые белки частями добавляем желтки. Вмешиваем желтки примерно так же, как мы замешиваем бисквитное тесто, лопаточкой, аккуратными складывающими движениями, двигаясь снизу вверх от краев к центру. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто смесь картофельного крахмала и какао-порошка. В книжке рекомендовалось попеременно вмешивать желтки, взбитые белки и картофельный крахмал. Но мне удобнее сначала вмешать белки, а затем уже картофельный крахмал. Вы можете поступать так, как удобно вам. Картофельный крахмал с какао-порошком также вмешиваем аккуратными складывающими движениями, лопаточкой, снизу вверх от краев к центру. Вот такое оно получается по густоте. На мой взгляд, как обычное бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем бисквитное тесто. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит был ровнее. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 45-50 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем остыть. Когда бисквит остынет, его можно будет вырезать из формы. Тонким ножом проходимся вдоль стенок формы и аккуратно ее снимаем. Вот такой легкий, воздушный и довольно высокий бисквит получается в результате. Разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 3-4 часа после выпечки. Можно дать бисквиту выстояться и более длительное время. Вот такой он легкий, пористый на разрезе. Я бисквит разрезала на 3 коржа, но я думаю, что его можно разрезать и на 4. С этим бисквитом я пекла финский торт «Мечта», видео которого уже есть на канале. Ссылку поставлю в описании.
под этим видео. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.